Всем привет! Я сегодня покажу вам этот магазин на диване. Я сегодня расскажу, что именно вам нужно для курса, чтобы он прошел максимально эффективно. Давайте слева направо двигаться, или там справа налево, не знаю. Смотрите, это голова, это очень важный инструмент, и вы будете весь курс на ней отрабатывать. Я вот наколхозила такую штуку, то есть это штатив, он копейки стоит, он от какой-то дешевой лампы, здесь тоненький такой штекер, и на нем голова болтается. Я намотала бинт, вот этот, на который мы пользуемся с вами постоянно, и теперь голова сидит плотно. Для чего мне это? Для того, чтобы когда я отрисовываю эскиз, я рисовала, чтобы, глядя в лицо своему клиенту, и если куратор будет на вас смотреть, это ему очень поможет, потому что лежа, сидя, там где-то как-то это все неудобно, лучше всего стоя, как будто мы с вами имитируем процедуру. На этой же голове мы с вами будем работать, когда будем записывать процедуру для куратора, когда вы будете отрабатывать в процессе онлайн, то есть вы кладете голову прямо на свое рабочее место, сразу знаете, что вы работающий мастер, и вы должны в своем кабинете находиться и условно имитировать полностью процедуру. Поэтому у вас должна быть кушетка, должны быть лампы, должны быть все инструменты для того, чтобы вы сели и сделали процедуру, как будто это настоящий человек. Конечно, вы можете и прямо на настоящем человеке отрабатывать, но почему я говорю вот с такой головы начать? Потому что будет сложно снимать. Самого себя снять сложно, особенно когда это настоящий человек, он вертится, крутится, у него мало времени, вы в стрессе. Лучше всего почти весь курс пройти отработку на голове. Она должна быть достаточно твердой, обязательно у нее должен быть затылок, потому что есть такие скошенные плоские, вы не сможете ее поворачивать, как голову настоящего клиента. Поэтому вот такая голова манекена, неважно, что у него на лице, какое лицо, потому что вы будете рисовать вот на таких вот резиновых специальных накладках, которые продаются везде, и на маркетплейсах в России, на Amazon, везде-везде. Плюс девочки у меня, кстати, на курсе показывали, они научились, они режут латекс на такие прямоугольники и просто пришпиливают его кнопкой. Тоже прикольно, удобно, главное, чтобы было все ровно, чтобы было натянуто. Поэтому я вам рекомендую такую голову купить и с нею работать. Кушетка, понятно, вы работающие мастера, и она у вас есть. Лампы, двух типов лампы в общем и целом используют мастера. Обе они с крепежами для того, чтобы снимать видео. То есть вот на этой лампе крепеж находится примерно вот здесь. Получается, вы ее выставляете так, чтобы опускаете так, чтобы было видно вашему куратору, что вы делаете, чтобы было хорошо освещено и видно, как вы прикасаетесь, что вы делаете. Короче, ракурс нужно будет обязательно найти, в котором вы работаете. И если вы переезжаете, например, то лампу нужно будет немножко менять, чтобы было видно вашу работу, потому что куратор иначе найти вашу ошибку, ее исправить на лету не сможет. Точно такая же лампа, и, наверное, она даже более удобная, потому что у нее регулируется не только высота, но еще и угол наклона. То есть ракурс будет более удобный, потому что сквозь вот здесь вот стоит крепеж, на всех этих лампах он идет в комплекте, и вы закрепили свой телефон, и очень хорошо видно, как стоят ваши руки, как вы прикасаетесь, как вы штрихуете, как вы рисуете, все-все-все видно. И когда вы отрисовываете эскиз, если голова у вас тоже стоит на штативе, лампу направили, и куратору видно, как вы прикасаетесь, потому что эскиз у нас тут очень важная деталь на этом курсе. Поэтому, наверное, вот таких ламп у большинства все-таки используют кольцевые, и я бы выбрала ее. Именно потому, что у нее регулируется угол наклона, и вы сможете делать и фотографии с хорошим освещением, и вашу работу будет освещена, она будет хорошо видна. Так, едем дальше. Вам обязательно пригодится линейка, потому что какую-то часть работы вы будете рисовать на бумаги, не у всех есть планшеты, и линейка вам нужна не для того, чтобы отрисовывать, а для того, чтобы замерить в конце свою работу и понять, а вы правильно сделали, а вы на правильной высоте нарисовали слева и справа брови, а они у вас одинаковой толщины, вот это вот все. Поэтому обычная совершенно линейка для того, чтобы понять, правильно ли вы построили брови и достаточно ли они симметричны. Обычный альбом, совершенно обычный, вот такой вот вам пригодится очень сильно для отрисовки эскизов мольбертик микроскопический, он тоже стоит вообще недорого, поэтому заранее его прикупите, потому что если нету планшета особенно, вы будете много рисовать, тренироваться вот на таких вот, на таком планшете. Что еще? Если вы собираетесь работать не на вот таком планшете, который позволяет рисовать, а на бумаге, то
Купите обязательно карандаши, чтобы у них была куча грифелей, чтобы вам не надо было точить бесконечно. Лучше всего механические карандаши, где вы можете выбрать толщину вам нужную и работать вообще без проблем. Буду убирать то, что не нужно. Вам пригодится штангенциркуль не для того, чтобы строить, а для того, чтобы себя проверять. И на этом курсе я вам покажу и расскажу, как строить при помощи ниток, но правильно. Не так, чтобы это были вот эти уродливые пиявка-брови, а так, чтобы это был красивый, симметричный эскиз, и для этого вам нужны будут нитки, лучше, наверное, белую, чтобы она меньше пачкала. Штангенциркуль, чтобы замерить толщину бровей. Это очень удобно, если глазомер не работает, потому что глазомер заработает спустя несколько месяцев тренировок. А вначале мы себя с вами контролировать будем при помощи линейки, штангенциркуля, для того, чтобы замерять всякие величины. Вам пригодится лезвие для того, чтобы точить карандаши, потому что мы с вами будем затачивать карандаши плоско. И карандашей вам пригодится много. Я не знаю, в какой стране вы живете, я не знаю, что у вас там продается на маркетплейсах. Я до сих пор нахожусь в процессе сбора карандашей, и вам дадут обязательно ссылки на те карандаши, которые понравились нашим кураторам и студентам в предыдущих потоках. Вы сможете их приобрести, и в итоге каждый из вас выберет какой-то свой особенный карандаш. Но в следующих уроках вы поймете, что заточка карандаша, она очень важна, и для этого вы можете купить либо такие одноразовые лезвия есть, либо вот такое лезвие, потому что оно как бы более безопасно. А карандаши затачивать мы с вами будем очень-очень тонко и очень-очень трепетно. Поэтому много карандашей. Карандаши вот эти вот самозатачивающиеся с толстым грифелем, потому что им проще всего рисовать, потому что заточенный в такое острие, в конус грифель, он очень быстро затупливается, поэтому вот такие карандаши толстые. Короче, ссылки будут на все это вам выданы. Красная гелевая ручка Pilot J1. Ее мы будем с вами использовать для фиксации эскиза. В самом начале она, конечно, не понадобится, но она понадобится, поэтому купите ее лучше заранее. И вот такую же обычную белую гелевую ручку тоже можете приобрести. Ей удобно ставить точки. Знаете, она не черная, она выглядит не пугающе, ее легко стереть. Так, по карандашам мы с вами прошлись. Вот такую сумочку можете купить. Это просто я у сына забрала. И, кстати, вот лезвия, о которых я говорила, тоже они продаются везде на маркетплейсах. В нее вы сложите те карандаши, которые вам подойдут. Потому что пока вы будете там скупать эти все карандаши, вы в итоге поймете, что нравится вам один или два каких-то для работы с вашими моделями, с вашими клиентами. Что еще? Вам нужно купить много латекса, потому что, во-первых, вы можете его резать и прикалывать на голову клиента и отрабатывать на нем вашего вот этого клиента, как бы настоящего. Во-вторых, в свободное время вы можете тренироваться просто на латексе, отрисовывать эскизы, правильно фиксировать их и вот это вот все. Я вам рекомендую все это делать сразу на голове, чтобы не было страха прикоснуться к клиенту и чтобы не было вот этого ощущения, что на плоском я работал было одно, а на круглой голове начал работать, и мне непонятно, как ставить руки, и это пугает многих, и это неправильно. Поэтому прям с первого дня мы с вами начнем рисовать на вот таких головах и на них же сразу фиксировать эскиз. Я понимаю, что будет сложно, но это самая правильная тренировка. Что еще? Можете там стерки, вот это все купить, запасные лезвия купить. Обязательно у вас должна быть машинка. Я уже давно и трепетно люблю беспроводные машинки. Вот это вот последнее, то, что я прикупила себе. Мне нравится она очень сильно. Это длинноход. Это Шайен Sol Nova без проводов, потому что провода достали, и он очень классный, работает, мне нравится как, прокалывает любую кожу, вообще все отлично. Планшет. Планшет – это инструмент, на котором вы сможете очень много тренироваться, который вам поможет в работе с вашими клиентами, когда вы будете показывать им, как вы умеете, создавать рилсы. И, в принципе, очень круто работать на планшете, когда мы дадим там сотни, десятки лиц, на которых вы будете тренироваться, сложных, таких, которые к вам в жизни придут. Не какие-то модельные, идеальные, как яички, а всякие несимметричные, с пучками, какими-то перещипами и вот это вот все. Поэтому планшет я всем рекомендую приобрести, и вот такую к нему подставку, чтобы, опять-таки, не рисовать, когда он лежит вот так вот перед вами, у вас перспективное искажение, вы видите не так хорошо, как могли бы. Вы должны смотреть на планшет прямо, как будто в лицо вашего клиента вы смотрите, и рисовать на лице, которое в размер лица человека. Поэтому тоже круто и удобно. Что еще напоследок? Вам нужны будут иголки. Вам нужны будут иголки-единички,
потому что основная работа будет проходить на единичках. И у нас там есть уроки по работе магнумами. Магнумами вы будете работать не на всех кожах, не во всех случаях. Для магнумов нужна очень такая плотная, сухая, классная кожа, на которой будет оставаться в итоге заживший какой-то результат. Потому что сколько я не работала на каких-то рыхлых, обычных таких возрастных, любых кожах, мужских, детских, женских, магнумами остатки не сильно радующие, но на сухой коже офигенные тонкие волоски заживают, и как бы такой инструмент нельзя упустить, поэтому единички и магнумы. Магнумы где-то от 11. Ну вот, пятерками тоже можно работать. Вот у меня есть пятерки от Microbio. Но они такие маленькие, но в принципе ими тоже можно прекрасно работать. То есть от 5 до где-то 13 магнум рабочий. И все, готовьтесь к тому, что вам нужно найти латекс, на котором остается рисунок карандашом, потому что не на каждом латексе он остается. Купите несколько, вот смотрите, как я делала. Я по цвету купила разные латексы. Там вот это совсем резина, вот это какая-то другого качества резина, вот это вообще силикон, на нем не рисуется ни хрена ни машинкой, ни карандашом эскиз, поэтому вообще не рекомендую. Вот такие латексы неплохо работают. Вот такие очень классные белые, как бумага, латексы, на них даже видно, когда ты заглубляешься. То есть если ты работаешь очень поверхностно коричневым, то он выглядит коричневым. Если поднадавил, то он становится серо-сизым, и получается ты понимаешь, что примерно вот это нажатие уже приведет к заглублению. Поэтому тоже неплохо тренироваться, когда есть вот такая вот резина. Опять можно резать, можно рисовать на ровной поверхности. Еще важный момент, тут у меня рухнул, у вас обязательно должен быть, кстати, наверное, обязательный, как бы сказать, комплект для работы на этом курсе – это либо компьютер у вас прям вот в кабинете, да, где вы сможете смотреть, как куратор вас поправляет. Потому что на телефон во время иммерсивного вот этого занятия вы будете снимать себя, вы на нем не увидите то, что куратор вам как бы подсказывает, показывает. Поэтому вот такой вот штатив, смотрите, он очень прикольный. Его можно поставить на любую поверхность, его можно запустить с кнопки, если вы не видите или далеко находитесь по Bluetooth, и он становится прям таким длинным, что его можно поставить на пол и отлично снимать процедуру. То есть вот смотрите, если у вас нету помощника, например, я вот так вот включила, нашла ракурс, в котором у меня видно место, где я буду работать, положила сюда моего Ивана, села вот там, сейчас покажу. Села вот здесь вот. Вот здесь у меня еще лампа светит, или две лампы. Я там не включила, или я включила. Включила видео. И смотрите, я начинаю работать, и куратор видит, что я делаю. Можно штатив переставлять в процессе. Он очень легкий. Ссылку на него я давать не буду, картинку дам, найдете у себя в стране, потому что все живут в разных странах, и бесполезно. Я сама его покупала, не помню когда и где. Это просто такой легкий штатив, который регулируется очень сильно по высоте. У него можно вертикально поставить телефон, можно нагнуть. Короче, очень удобный, и он недорогой. И вот я работаю, и куратор, глядя на меня, на мою работу, может оценить, что я неправильно делаю, как я неправильно руки поставила, какое я неправильное движение сделала. Его можно поставить на пол, его можно поставить прямо вот здесь, чтобы еще ближе была видна работа. То есть вот я его прям возле головы ставлю. У меня здесь очень много света. Наклоняю его таким образом, чтобы были видны прям детали того, что я делаю. Потому что вот этот ракурс, кстати, самый идеальный, когда в 3/4 наклонено немножко сверху. Можно даже еще чуть-чуть вот так вот опустить и вот так вот повернуть. Там куратор уже вас отрегулирует. И вот смотрите, видно все, что я делаю. И вот тут же передо мной, в идеале, сейчас организуем, прям получается рабочее место. Вот тут же передо мной должен стоять планшет, вот, в котором я увижу то, как куратор, например, говорит: смотри, нет, ты неправильно держишь руки, у тебя там палец стоит не так, голова лежит не так, смотри, как надо. И вы смотрите на куратора, который на такой же голове вам показывает, как нужно. Либо он может просто голосом поправить. У вас есть невероятная возможность
делать процедуры прямо на клиентах. И куратор также радостно, как и на вот этой болванке, вам поможет и подскажет в процессе, все ошибки ваши поймает. Единственное, что на клиенте всегда удобнее, чтобы был оператор. То есть если у вас есть супруг, подружка, дочка, кто угодно, администратор, который может стоять и всю процедуру в прямом эфире снимать, то есть когда вы отрисовываете эскиз, у вас в ухе наушник, и никто кроме вас не слышит подсказок куратора. Куратор вам будет говорить: смотри, ты поставила руки неправильно, натяни немножко по-другому, и будет ложиться пигмент лучше, ну в смысле, когда вы отрисовываете эскиз. Или там, смотри, у нее немножко там неправильно, несимметрично, там-то, нужно изменить, замерь там, ну, короче, вот эти все детали. И во время процедуры тоже будет все видно и все понятно. Просто с клиентами все-таки просто на штативе будет немножко сложно, потому что, когда вы делаете процедуру, это уже у вас, считай, не стерильная зона, и в идеале, чтобы кто-то помогал, чем вы будете постоянно этот штатив трогать, ну, процедура превратится в бесконечность. Но если есть возможность кого-то привлечь в помощь, то это будет очень круто, и для вас в том числе. У вас вообще просто не будет страха работать на лице, на коже. К концу курса вы сделаете кучу процедур под присмотром куратора. Либо вы можете работать на латексе, либо вы можете вообще работать просто карандашом на латексе или там на бумаге и смотреть, как поправляет куратор других студентов, кто работает, например, на моделях. Все видеоуроки будут сохранены, вы сможете эту информацию посматривать, использовать, ну, в смысле, использовать для того, чтобы научиться, когда вы сами приступите к работе на клиентах. Потом, возможно, кто-то не решится во время курса. Что еще? Ну, все абсолютно расходники, если вы мастера, вы понимаете, о чем я говорю. Столик мастера, всякие антисептики, иголки, там. Вот это обязательный момент, забыла сказать. Фиксирующая пудра, она может быть тоже любая, самая дешевая фиксирующая пудра, она нужна во время отрисовки эскиза, она нужна для того, чтобы зафиксировать эскиз, чтобы он не стирался, когда вы пальцы поставите. Очень нужная штука, ее обязательно купите. Все, я вам сказала все, что вам нужно для обучения на этом прекрасном, курсе, прекрасном, но сложном курсе. И если вы все это будете использовать, тут, в принципе, ничего сложного, на мой взгляд, нету. Практически все это есть у каждого мастера. Есть штатив, у каждого мастера есть планшет, телефон. Связываться вы будете в Zoom, он, слава богу, работает. Все, хорошего вам обучения. Каждый понедельник и вторник вы должны с куратором с утра и до вечера заниматься, чтобы у вас все получилось. Курс стартанет 15 октября. Это такой первый иммерсивный курс, который вообще кто-либо проводил. И я уверена, что те, кто этот курс пройдут, у них результаты будут ого-го. Мы вообще убрали работу на бумаге. Мы будем сразу с вами работать на латексе. И со второго месяца вы можете работать уже на клиентах, прям делать процедуры. И мы выделили всего лишь 2 дня в неделю, которые вы просто зато полные с утра и до вечера под присмотром куратора будете откатывать процедуру. Всю остальную неделю вы свободны, занимаетесь своими делами, не работаете по ночам. Конечно, никто не может вам запретить работать по ночам и тренироваться бесконечно. И это будет вообще круто, плюс 100-500 к вашим скиллам в будущем. Но мы подумали, что вот это ограничение по времени даст вам возможность лучше учиться, потому что вы понимаете, что у вас 2 дня на обучение, вы к ним идете прям заряженные, полностью их проходите, потом занимаетесь своими делами. Все, курс полностью прикладной, вся теоретическая информация будет в клубе вам дана, вам будет доступ ко всем урокам по построению, по теории, вот это все абсолютно в свободное время вы можете просматривать. Главное практиковаться практически. То есть у нас прикладной навык, и вы должны эти 3 месяца использовать для того, чтобы его получить, зафиксировать в своих головах и глазах. Ссылка на курс в описании к этому видео. Встретимся на курсе.